Всем привет, а кто кушает, приятного аппетита! Сегодня готовим стейки сухой выдержки из мраморной говядины породы Ангус. Мы остановились на стейке рибай. Смотрите, сколько нашла открыток с рецептами. Это же море идей. Поэтому в следующий раз можно приготовить другой вид стейка. Например, ковбой. Или вы считаете, что пора снимать новый батл? Тогда пишите в комментариях слово «батл» или «ковбой», и мы поймем, что для вас интересно. Всем привет! Для начала обрезаем края мяса. Нам надо красивый ровный кусок. Не волнуйтесь, обрезки мы позже пожарим на уличном гриле, а ровный стейк приготовим на электро. Итак, на горячую поверхность наливаем чуть-чуть растительного масла. Выкладываем стейк комнатной температуры и готовим его на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны. Солим, перчим, далее перекладываем на доску. Еще раз выравниваем края и режем вдоль пополам. Обжариваем по 2 минуты с каждой стороны, запечатывая внутри куска мясной сок. Затем делим на 8 частей. Обжариваем до золотистой корочки по 1,5 минуты. После этого стоит замотать мясо в фольгу минут на 5. А пока приготовим соус для премиального стейка из мраморной говядины Ангус. Насыпаем в сотейник 70 грамм тростникового сахара и растапливаем до полного растворения. Добавляем 200 грамм томатной пасты и обжариваем 2 минуты. Затем вливаем 100 мл апельсинового сока. Добавляем чайную ложку меда, 10 мл бальзамического уксуса, 25 мл соуса терияки, 3 мл острого чили соуса. Еще нам потребуется 15 грамм рубленого чеснока, и 20 мл соевого соуса. Варим 6 минут, постоянно помешиваем. В завершении не помешать 50 мл виски и варим еще 5 минут, постоянно помешивая, чтобы выпарить весь алкоголь. Еще к стейкам на оливковом масле поджариваем ломтики чеснока. Отдохнувшее мясо лучше всего подавать на теплой поверхности. Поэтому прогреваем сланцевое блюдо, а после этого выкладываем кусочки стейка. Украшаем копченой солью, гималайской,
и солью с паприкой. Далее идут перец горошком и чесночные слайсы, пикантный соус и веточки розмарина. Разрезаем стейк и видим, что получилось мясо средней прожарки, внутри которого светло-розовый сок. Прожарка medium для стейка рибай считается самой лучшей. Давайте теперь приготовим рибай на живом огне. Итак, medium средняя прожарка у нас уже есть. Теперь приготовим medium well почти прожаренный стейк. Первонаперво мясо смазываем оливковым маслом. Жарим его на сильном, но не прямом огне по 2 минуты с каждой стороны. Когда внутренняя температура мяса достигнет 48 градусов, перекладываем в пищевой контейнер. Что в нем? Чеснок, розмарин, острый перчик, 50 грамм сливочного масла и 50 грамм оливкового масла. Теперь необходимо поджарить мясо в контейнере до внутренней температуры 60 градусов. Пока мы готовили стейк, нас посетила мысль. Наверняка у вас тоже были подобные порывы. Вот сейчас, вот-вот, когда дожарится стейк, переложим в тарелку и отрежем маленький кусочек трепетно-розового, ароматного и сочного мяса. Ни в коем случае не поддавайтесь этому искушению, иначе весь ваш труд пойдет на смарку. Перед тем, как попасть на тарелку, стейку необходимо дать отдохнуть 4 минуты, и только после этого кладем его на теплую тарелку. Пока не будем говорить, какой из двух стейков лучший на вкус, так как будет еще один вариант. Андрей просто обожает мясо с кровью, то есть прожарку рэр. На гриль выкладываем рибай и обжариваем на сильном огне по 1,5 минуты с каждой стороны. Ставим контейнер с розмарином, острым перцем, чесноком и оливковым маслом. На контейнер решетку, а на решетку мясо. Перчим, солим. Накрываем крышкой и томим 10 минут на непрямом огне. Не забываем поливать мясо ароматной жидкостью, которая образовалась в процессе готовки. Как только внутренняя температура дошла до 49, перекладываем на досточку и даем отдохнуть 5 минут. Подаем соусом и болгарским перцем. Вот это я понимаю. Сочная, мягкая говядина без жирного послевкусия. Кстати, оставшиеся кусочки мяса мы поджарили в контейнере, и получилось очень здорово.
Здесь видно, что мясо абсолютно прожарено, то есть получилась прожарка well done. Итак, давайте подведем итог. На третье место поставила бы прожарку medium well. Кстати, в этом случае мясо было сочное за счет жировых прослоек. На втором стоит минимальная прожарка rare. Для Андрея же все наоборот. Этот вариант на первом месте. Бомба. И на первом месте стейк средней прожарки, приготовленный на электрогриле. Пишите, какой вид прожарки для вас ближе по вкусу. На этой неделе меня удивила знакомая, сказав, что она не получает уведомления о выходе наших роликов. Мы выяснили, что у нее активна подписка, но на основе предпочтений. Поэтому она переподключилась на все уведомления и теперь сможет получать их каждые выходные, когда выходит новый ролик. Если у вас такая же ситуация, то проверьте свою подписку. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!